Привет всем, Арми! Что делает простой момент таким мощным, оставляющим такое неизгладимое впечатление всего за час? И почему тишина может быть намного громче произнесенных слов? Эти вопросы возникли в умах многих фанатов после, казалось бы, обычной, но удивительно короткой трансляции. Примерно час назад Чингука видели сидящим в своем игровом кресле. На нем была черная толстовка с незнакомым логотипом, слегка сдвинутые очки и наушники, частично закрывающие его от внешнего мира. Ничего особенно заметного, но что-то было не так. Он выглядел уставшим. Не просто физически уставшим, а усталым, которую часто трудно скрыть за легкой улыбкой и яркостью экрана. Именно это многие фанаты и заметили. Улыбка казалась расслабленной, словно говоря, «я в порядке», но глаза передавали нечто другое. С этого простого момента многие почувствовали, что зарождается более глубокая эмоция. Никаких сложных слов. Никаких драматических заявлений. Просто пауза, глубокий вдох и голос, который был тише обычного. Чингук говорил так, словно обращался к самому себе, а не к тысячам зрителей. Его слова лились естественно, без прикрас, и именно поэтому они были такими трогательными. Он никого не назвал по имени. Он не стал вдаваться в подробности. Но для тех, кто давно следит за развитием отношений и взаимодействием участников группы, эти слова показались эмоционально близкими. Интересно, что этот момент не вызвал большого ажиотажа. Не было никаких сенсационных новостей. Не было никаких официальных разъяснений. Вместо этого, последовавшая за этим тишина заставила многих внимательнее присмотреться к мелким деталям. Некоторые фанаты начали чувствовать разницу в атмосфере. Не явное изменение, а скорее нюанс. Немного более медленная манера говорить. Улыбка осталась, но стала более сдержанной. Взгляд казался более задумчивым. Ничто из этого не было неоспоримым фактом, а скорее восприятием и интерпретацией фанатов, пытающихся прочитать эмоции за кадром. Действительно ли этот момент имел глубокий смысл? Или это было просто отражением усталости, естественной для человека, годами живущего в центре внимания? Час может показаться коротким. Но в контексте эмоций час может ощущаться очень долго. В быстро меняющемся мире развлечений такие маленькие моменты часто пролетают мимо. Но на этот раз многие почувствовали тонкую грань между «да» и «после», не из-за какого-то важного события, а из-за откровенности. После разговора Чингук слегка улыбнулся, словно пытаясь разрядить обстановку. Но его выражение лица все еще выдавало усталость. Черная толстовка, которую он носил, казалась простым символом, защитным слоем в мире, который постоянно требует энергии и жизнерадостности. Сам Тэхён известен своей чувствительностью и внимательностью. Если фанаты почувствовали изменение настроения, многие восприняли это не как отстраненность, а как более глубокое осознание и сопереживание. Спокойная реакция, а не чрезмерная. Этот момент напомнил нам, что за большой сценой, светом софитов и безупречными выступлениями стоят люди, несущие эмоциональное бремя. Честность, какой бы незначительной она ни была, может быть невероятно значимой, не только для тех, кто ее говорит, но и для тех, кто ее слушает. Не каждая история нуждается в объяснении. Не каждое чувство нужно озвучивать. Иногда именно неопределенность делает момент реальным. Прошел час. Но влияние этого момента остается в тишине игровых кресел, приглушенных экранах и в сердцах фанатов, все еще пытающихся осмыслить произошедшее. Станет ли это поворотным моментом? Или это просто момент размышления, который пройдет незаметно? Одного ответа нет. Но одно ясно, этот момент напоминает нам, что истинная сила проявляется не всегда в громких голосах, а в смелости быть честным, пусть даже всего на мгновение. И, возможно, именно в этом и заключается его величайший смысл. И после того, как момент прошел, не было никаких явных признаков того, что что-то изменилось. Не было никакого объявления. Никакого ролика с громким названием. Но именно поэтому многие чувствуют, что этот момент оставил более глубокий след,
чем они предполагали. Последовавшая тишина не была пустой. Она была наполнена мыслями, размышлениями, желанием понять, не требуя ответов. Многие фанаты начали осознавать, что не все нужно интерпретировать однозначно, чтобы по-настоящему прочувствовать. Иногда простое признание того, что эмоция прошла, само по себе имеет значение. В постоянно меняющемся мире развлечений, где каждая секунда наполнена новым контентом, такие моменты часто остаются незамеченными. Но иногда именно тихие мгновения оказываются самыми запоминающимися. Они не борются за внимание. Они просто существуют, задерживаясь в уголке памяти. Для некоторых фанатов эти моменты служат зеркалом. Напоминанием о том, как эмоциональное истощение часто скрывается за рутиной и профессионализмом. О том, как человек может продолжать появляться, улыбаться и оставаться в своей роли, неся бремя, которое не всегда видно окружающим. В игровом кресле, черной толстовке или мониторе нет ничего необычного. Но когда они сочетаются в правильной атмосфере, эти простые вещи могут стать символами чего-то более глубокого. Не намеренными символами, а символами, рожденными из эмоций. С течением времени общественное внимание постепенно смещается. Появляются новые темы. Объявляются новые расписания. Другие мероприятия снова заполняют ленты новостей. Но для тех, кто остановился и пережил этот момент, впечатление никогда полностью не исчезает. Некоторые помнят более мягкий тон голоса. Некоторые помнят паузу перед произнесением предложения. Другие просто помнят смутные ощущения, что что-то изменилось, хотя это трудно выразить словами. И, возможно, это и не нуждается в объяснении. Потому что не все значимые моменты предназначены для глубокого анализа. Некоторые нужно прочувствовать, а затем сохранить как часть более масштабного путешествия. Путешествие, которое не всегда гладко, не всегда ясно, но все же проходится последовательными шагами. В этом случае многие фанаты предпочли рассматривать этот момент не как начало большого вопроса, а как небольшое напоминание. Напоминание о том, что за напряженным графиком и вниманием публики скрывается хрупкое пространство, которое также нуждается в понимании. Сочувствие, в конце концов, не всегда возникает из длинных объяснений. Иногда оно возникает из простого осознания того, что у всех бывают трудные дни, даже у тех, кто кажется самым сильным. И, возможно, именно это сделало этот момент таким человечным. Не было требования понять все. Не было обязанности делать выводы. Просто был выбор оценить честность в ее простейшей форме, честность, которая не произносится вслух, но ощущается через тон, паузы и молчание. С течением часов атмосфера вернулась к нормальному состоянию. Жизнь продолжается. Мир никогда не останавливается. Но кое-что все же зафиксировано, даже без формального письменного описания. Небольшое впечатление, сливающееся со многими другими моментами на долгом пути, который мы прошли. Возможно, однажды этот момент будет забыт. Или, возможно, он всплывет не как деталь события, а как чувство, которое трудно объяснить. Воспоминание о маленькой точке, где молчание говорит правдивее, чем длинные объяснения. И в конечном итоге, каждый волен выбрать, как его сохранить. Как размышление. Как пауза. Или просто как часть продолжающегося пути. Потому что не всем историям нужен ясный конец. Некоторые просто остаются открытыми, развиваясь со временем и пониманием. И, возможно, среди всего этого пристального внимания и ожиданий, подобные моменты напоминают нам, что сила проявляется не всегда в напористости, а в смелости оставаться здесь и сейчас, такими, какие они есть. С усталостью. С честностью. И с молчанием, которое говорит тихо, но задерживается. Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it.